рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я с вами хочу поделиться рецептом, очень простым, наверное, одним из самых простых рецептов – баклажан. Как сделать вкусные жареные баклажаны с чесноком и укропом. Вроде все знают и многие делают этот рецепт, но не у всех получается вкусно. Количество соли, чеснока и укропа дает тот самый изумительный вкус. Смотрите, как я делаю самый простой рецепт из баклажан. Ну вот, начала записывать, а камера выключилась. Итак, повторюсь. Я беру 2 баклажана. Это один из самых простых рецептов, которые можно сделать с баклажанами. Не пересоленный, в меру чеснока, в меру укропа и в меру соли. И что самое главное, кружочки у меня получаются упругие. За счет чего? Я не чищу баклажан полностью весь. То есть вот так вот 2 через 2, 3 через 3, то есть не всю шкурку, вот так вот я ее счищаю. Тем самым, когда сейчас мы порежем на кружочки, то они будут при жарке держать хорошо форму. Теперь кружочки не сильно тонкие и не сильно широкие. То есть вот получается где-то здесь может быть сантиметр примерно. Но толще тоже не надо, иначе будет сильно промасленное. У многих пробовала этот простой рецепт баклажан, и не всегда он получается удачный. Вот если соблюдать вот эти тонкости, у вас получится он очень-очень вкусный. То есть режем на кружочки примерно в сантиметр, может быть миллиметров 8. Так. Теперь я баклажан складываю в дуршлаг и солю в дуршлаге 3-4 щепотки. И немножко вот так вот как бы их протираю, чтобы они все были немножко в соли. Соль беру в этом случае мелкую. Все, вот так прошлась по каждому кружочку и оставляю вот так в дуршлаге. Я поставила, вот как видите, на тарелку на полчаса, чтобы сок просто-напросто уходил с баклажан. Тогда их проще будет жарить на масле. Не так сильно будет все лететь и шкварчать. И соль возьмет баклажан вот в этом случае столько, сколько нужно. Хорошо разогреваю сковородку с маслом. Масло наливаем так, чтобы полностью дно было закрыто. Но не чтобы у вас масло прям вот, то есть это не во фритюре мы жарим баклажан, а просто чтобы дно было закрыто. И перед тем, как класть баклажан на сковороду, я его еще вот так кладу на бумажное полотенце, чтобы лишнюю воду убрать. И сверху накрываю еще. И немножко вот так прижимаю, чтобы вся влага впиталась. Убираем и выкидываем. Перед тем, как жарить, сразу я приготавливаю блюдо, на которое буду складывать баклажаны. Нарезанный, приготовленный укроп и чеснок с чесноковой жеманкой. Итак, на разогретую сковороду с маслом кладу кругляшочки и до золотистой корочки жарим снизу. Не всегда равномерно подрумяниваются баклажаны на сковороде, поэтому здесь нужно смотреть. Вот я их довожу вот до такого вот состояния. То есть сильно не зажариваю. И с другой стороны тоже до поджаристого состояния. И когда один ряд баклажан выложила, то прям вот на блюде сразу же выдавливаю вот так вот чеснок по чуть-чуть, чтобы попало на каждый. Буквально по чуть-чуть, не будем сильно это все засыпать, иначе это будет не так вкусно. И посыпаю укропом. И сверху кладу следующие баклажаны. Следующий ряд. И опять посыпаю укропом, чеснок и сверху опять баклажаны. И так все баклажаны пережариваем. Чтобы следующую партию баклажан положить на сковороду, обязательно добавляем масло. И ждем полминутки буквально, чтобы масло разогрелось.
Вот, в принципе, и весь рецепт данных баклажанов. И я всегда даю хорошо остыть этому блюду. И даже вот часа 2-3 хорошо дать ему настояться в холодильнике. Тогда баклажаны становятся еще вкуснее. Пожалуйста, делайте вот такие баклажаны. Очень хорошая закуска, добавка к любому ужину или обеду. Делитесь этим рецептом с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. За лайки всегда спасибо.